Мы продолжаем. В прошлой серии мы побывали на корабле коллекционеров. Этот же корабль похитил колонистов из горизонта, которого мы обстреляли. Этот же корабль разрушил, уничтожил нашу первую Нормандию. Призрак прекрасно знал, что отправляет нас в ловушку, но нам об этом не сказал. Видимо, засомневался в способности нас отыграть искреннее удивление. Я не знаю, в чем была суть, но нашей команде это не понравилось, Шепард это не понравилось. И если он еще раз провернет что-то вроде такого, то коллекционеры будут меньше из его проблем. Так, идем дальше. You had me so worried when you were trapped on the collector ship. Thank goodness for Edie. That sounds like more than just professional concern, Kelly. You're more than just my commander. You're my friend. Edie brought you back to me. If she had a body, I'd give her a big hug. The Normandy crew delivered, including you. You're too kind. We were there to help, but Edie gets the credit this time. The elusive man made sure Edie was installed for this mission. Now I see why. Anyway, how may I help you, Commander? Должна ли я что-нибудь знать? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Tally seems very distraught after receiving a message. Maybe you could check in on her down in engineering. Samara would like to see you in observation on the crew deck. Anything else, Commander? Все. That'll be all. Take care. Пойдем посмотрим, что за сообщение для нас. Слишком маленькие. От Морлан. Прости, любимый, я ухожу от тебя кровным. Местами ты слишком мал для своей расы. Вы боитесь услышать подобное в свой адрес? В знаменитом магазине Морлана вы можете приобрести множество препаратов, на которые не действуют торговые ограничения от Цитадели. Морлан предоставит вам все необходимое для гормональной аугментации, кибернетической модификации и генной ксенотрансплантации. Призываем всех перейти по указанным здесь ссылке и сделать заказ на экстранет-сайте магазина Морлана. В общем, суть в том, что нам предлагают увеличить член. Терапия. От Олархан. Шепард, говорят, что вы живы, что вы обманулись, нет, что это письмо не просто бесполезная часть лечения. Немного чего говорят. Я все еще жив, она все еще мертва. Я слышал, что Бенезия пала от вашей руки. Отлично. Еще одна женщина, к чьей смерти я причастен, если, конечно, моя информация вам помогла. Меня просили поблагодарить вас, страх не убили бы всех нас, не объявились вы тогда поблизости. Пожалуй, так бы оно было к лучшему. Почему я, а не она? Почему вы появились тогда, а не раньше? Они думают, что могут меня вылечить. Но, быть может, вы не вернулись к жизни? Быть может, я мертв. Быть может, я не закрыл ту дверь вовремя. Быть может, я оставил дверь открытой, чтобы дать ей шанс убежать. Ирак не пропороли мой скафандр, и я умер без защиты там, на вершине 15. Быть может, я мученик, которого донимает видение перед уходом в славную загробную жизнь. Но если это все не так, спасибо вам, Анор. Это тот волос, который был слегка не в себе на вершине 15. Новости об учреждении на Праге от разведотдел Цербера. Капитан Шепард, посылаем вам это письмо по указанию призрака. Призрак решил сообщить вам, что он приказал свернуть операцию по объекту 0 еще до начала бунта. Прибыв на место, агенты Цербера обнаружили, что все охранники мертвы, как и большинство объектов. Всем выжившим детям оказали медицинскую помощь, после чего их подвергли легкой амнезии и передали Альянсу, как выживших после нападения работорговцев. Немногочисленных выживших докторов за участие в проекте заставили уйти в отставке. Согласно вашему отчету, учреждение на Праге было уничтожено. Что типа? Мы белые пушистые, все, что сделали Джек, так, мы поняли, что ошибались, трали-вали. Ну да, конечно. Пойдем поговорим с Самарой, чего хотит. I am glad you came. I must ask for your help. That is not easy for me. It's all right. Just tell me what you need. When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. It is the most important thing in my life, and the reason I became a Justicar. Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is, right now. In a month, she may be gone.
This is the best opportunity I've ever had. Where is she? Omega, a nightclub called Afterlife, which seems a perfect place for her to hunt. Tell me about her. She is an Ardat Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. So is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. So you hunt down these Asari just because they're born with a genetic condition? It manifests with maturity. When one is diagnosed, she is offered the chance to live in seclusion and comfort. If she refuses, it shows her addiction to the ecstasy she gets from killing her mates. There is no redemption for such a person. They have to choose between prison and death. It is an addictive condition. Remember how adaptive we are. If Morinth does not want to be cured, she won't be. Why isn't this ever mentioned in Asari literature or art? When we were primitive, there was much fascination with Ardat Yakshi. Some cultures worshipped them as gods of destruction. Now the Asari have a place in the galaxy, and they don't wish this defect to be widely known. As far as I know, only 3 exist today. 2 chose a life of seclusion. The 3rd ran. Morinth. She ran, and I am sworn to kill her. I don't know that I blame her for running. When she fled, she proved her addiction. She was not taking a great moral stand. She simply wants to keep killing. She is a tragic figure, but not a sympathetic one. Can't she abstain? Each encounter gives her strength. The effect is narcotic. The more she does it, the more she needs to do it. She will never stop. She can't. This is definitely worthy of your full attention. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. You said this is genetic. How many children do you have? 3. And 3 Ardat Yakshi are in existence today. It is as it sounds. Morinth was always the wild one. She was happy and free, but selfish. It can't be easy to talk about. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Do not pity me. Simply understand my situation. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. It sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long-lost daughter. And kill her. We'll go find Morinth. Ардат Якша. Демон ночных ветров. Судя по всему, крайне опасный персонаж. Shepard, I'm glad you came by. I may need your help. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. I'm scared, Shepard. Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet.
Nobody who knows you could believe you'd betray your people, Tally. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. What happens when a Quarian is accused of treason? There's a hearing, with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. How often is someone from the fleet charged with treason? It's rare. It must be something that affects the entire flotilla, not just one ship. The most recent one was Honora Vanya Vasilani, an engineer who handed over fleet defense schematics to the Batarians. She had good intentions. The Batarians were contracted to upgrade our systems, but they passed the defense schematics to a pirate gang. Was she convicted? No. She made a suicide run on the pirate gang. She destroyed them before they could attack the fleet. She was pardoned, posthumously. Let's hope I don't have to prove my innocence that way. So how does the trial work? How soon do we need to get you there? They'll wait a reasonable period of time for me to come and defend myself. Eventually, if I don't show up, they'll try me in absentia. As for how it works, it's less formal than an Earth trial or something you'd see on the Citadel. We're family. This is just the worst kind of family meeting. So you have no idea why they're accusing you? None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels. I won't know any more until I get to the flotilla. What happens if you're convicted? Like I said, exile. The specifics are up to the judges. If it's deemed only a tragic mistake in judgment, the guilty party might receive a small ship and supplies. Not that it really matters. Either way, if I'm convicted, I'll never see the migrant fleet again. So no prison and no death penalty? We don't have the spare resources for long-term incarceration. Monitored work detail is more effective. And we don't have enough people to afford executions. An exile can still have children, and those children are welcomed back to the fleet. Ну как мы тебе можем не помочь-то? Okay. Let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank you, Shepard. I'll program the Normandy with the flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Такие дела. Kenneth, do you think we'll make it through this? Of course we will, Gabby. I mean, as long as we take down the collectors, it's all worth it. Even if we don't make it. Don't even think that. We'll make it through. Обязательно. Пойдем с Джек поговорим, оправилась ли она от нашей последней вылазки с ней. I needed to wipe that place off the map. You took me there to do it, and I owe you. You don't know what it's like, Shepard, to have garbage like that following you. It marks you in ways you don't expect. I've made a lot of hard choices, Jack. Like what to let go. Hard to walk away from it. You'd think it would get easier now that the place is a crater. But what else do I know? I never thought I'd see you show mercy, but you let Aresh live. He was trapped in the past, reliving it every day. You showed how that could be me. I'm not getting stuck like that. I'm better than him, and I'm sure as hell not carrying that crater around with me. Do you think you're different now? I know that place is gone. But I still kind of want to kill every person I see. No offense. I'll take what I can get with you, Jack. You did a lot, Shepard. Shit. I'm not good at this soft stuff. Just... thanks, okay? Let's get back to work. Да уж. Так, ну что, мы сейчас ненадолго сделаем перерыв в сюжете для того, чтобы посмотреть, что у нас там есть по дополнительным миссиям. Собственно, No messages for you, Commander. дополнительные миссии и поиск полезных ископаемых, потому что
А, хотя нет, нам уже там нечего улучшать. Я прям даже не знаю, что сделать. Давай изучим эту систему на поиск аномалий. И в случае чего продолжим уже. Так. Та лава, лава. Идем в та лава. Надо же нам полностью хоть один раз звездную систему изучить. Что это у нас? I have detected an anomaly. Ага. Поверхность Тайтуса представляет собой огромную пустыню, состоящую из белых калиевых солей и рыжих оксидов железа. Тайтус расположен достаточно далеко от звезды, поэтому температура на его поверхности вполне сносная. Несмотря на то, что в его атмосфере есть лишь намек на двуокись углерода и кислород, криминальное сообщество систем Терминуса не мешается использовать Тайтус для создания промежуточных баз. Иногда на планету прилетают турианские патрули, занимающиеся профилактикой побегов из тюрем Майтрума. Рекомендации. Вблизи Тайтуса замечены незарегистрированные корабли, гражданским лицам не рекомендуется посещать планету. Так, что у нас тут задание? Обнаружена аномалия. Во время сканирования поверхности были обнаружены признаки присутствия незарегистрированного тяжелого робота «Эмир». Возможно, собственность пиратов. Робот не функционирует, но постоянно повторяет сообщение, неопознанное как сигнал бедствия. Сканирование ресурсов показало большие залежи минералов, скрытые под толстым слоем плотного камня. Поехали, чё? Так, ну что, Гарус, Тейн, пошли. Так, у нас тут можно изучить ударную волну. Так, сильная ударная волна. Тут надо как-нибудь поставить куда-нибудь подудобнее. Так, остальных вроде там ничего нет. Supply of resources buried deep within the canyon walls. Heavy explosives will be required to excavate them. Что это у нас тут? Богдан. Я заплатил Характу хорошие деньги за эту кучу. Сбой сигнала, ошибка. Обнаружил большие запасы ископаемых на планете, но запись утеряна, утечка памяти. И я сказал, хорошо, этой штуки хлещет, как из волоса после кружки ринкола. Я как-нибудь справлюсь. Ну, я взлетел и оставил след из энергетических ячеек, ведущий от места, где я выгрузил робота. На получен поврежденный пакет. Просьба повторить. Чтобы хоть сдвинулся с места. А теперь критическая ошибка. Даже не шевелится. Треклятый элкорский жулик. Походу, парень приобрел сломанного робота. Восстановление памяти. Получается. Птички, норки. Песочки. Параллелька. Куда шагаешь, друг? Смотри-ка такой тон. Что? Все, сломался? Что у тебя есть? Внимание, похоже, просто. Баба. Посмотрим. Как долго еще шагать можешь? Пока изучим местность. Интересно, враги здесь есть? Все тихо, спокойно. Батарея. Вроде пока все тихо. Шагаешь там еще? Шагай. Все, устал? Вставай. Нас ждут великие дела. Я, правда, до сих пор не знаю особо, зачем мы здесь. А нас ждут великие дела. Ну, признаки цивилизации здесь определенно есть. Это
Потому странно, что мы до сих пор здесь никого не видим. Look out! Felt that one. Так, что у нас тут? Батарея. Отлично. Огонь просто. Парень там уже устал, надо его покормить. У нас мало пенициллина, надо будет зайти к доктору Чапус. Он. Парниша. Что, кроме Варона здесь нет никого? Поразительно. Тун, 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 тун. Хорошо, когда это на нашей стороне. Хоть и сломанный. Давай. Что, не получается? Вот тут такой ножкой топнул такой. Ну-ка, сейчас я ее. Одна ручка отвалилась, вторая. Вот что значит сгорел на работе. Угу. Ага, у нас тут залежи ресурсов. 5000 платина. Итоги задания. Получил большой запас минералов, эвакуация робота-эмир невозможна. Конечно. И по обломкам же его собирать. Получили немного опыта. 7500 кредитов от сервера. Замечательно. Изумительно. Так, и сейчас пока поставим на паузу, пока я изучаю остальные планеты, как найду что-нибудь интересное, обязательно покажу. Так, F11 и F12 не путаем. Так, здесь мы нашли очередную аномалию. Давай посмотрим, что это может быть. I have found something. Задание. Обнаружена аномалия. Сканирование поверхности показало, что колония на Синмаре не защищена от солнечной активности светилой системы. М-щит колонии поврежден. Для предотвращения разрушения колонии в результате воздействия нестабильной солнечной активности необходим перезапуск щита. Окей, а почему этим должны заниматься мы? Просто потому, что мы рядом оказались. Ладно, допустим. Я еще и одна иду. Меня там ни за что не захочет. О, пиво пивкать. Нет? Ладно. Все тихо. Поладили это сейчас. Отлично. Так, вот. Свечки. Так, тихо. Что ты будешь делать? Что с мышкой-то не так?
Судя по всему, сначала надо охлаждающий механизм активировать. Потом сюда. Сюда. Свечки. Фиаточки. Допустим, я молодец. Итоги задания. Восстановлен магнитный щит, надежно защищающий колонну на Синмаре от воздействия солнца. Колонисты перевели награду на ваш счет. О, замечательно. За 1500 кредитов всего. Ладно, что, а деньги нам нужны. Раньше не паришься, найдешь кучу оружия, продашь его кому барыги в каком-нибудь магазине, переработаешь в неделю и сейчас, понимаешь, приходится заниматься грязной работой вместо спасения вселенной. Пауза. В общем, в этой системе, в этом скоплении мы все квесты выполнили. Посмотрим. How may I help you, Commander? Возможно, Is что-то there новое для anything I нас should есть. know? You have unread messages at your private terminal. Thane would like to see you down in life support on the crew deck. Anything else, Commander? Я не That'll знаю, be all. хочет поговорить. It's always nice chatting with you. Посмотрим. Какого черта? Атомс, Шепард, черт тебя возьми. Что за игру ты ведешь? Тебе удалось убедить меня не стрелять в ученого из Цербера, войти ко мне в доверие, а теперь я узнаю, что ты работаешь на Цербер. Надо мной проводили такие эксперименты, каких ты и представить не сможешь, годами. И все это Цербер. Меня мучили, меня превратили в чертову лабораторную крысу. А теперь ты сотрудничаешь с ними, как будто они обычные наемники. Теперь у меня есть собственный отряд наемников, Шепард. И я при встрече убиваю любого из Цербера. Если встречаю тебя, исключения делать не стану. Грозно. Так, и тут я поняла, что совершила грандиозную ошибку. Что после вот этих маленьких миссий я забыла заглянуть, и наши рыбки валяются кверху пузом. Наши рыбки умерли. О боже. Печально. Посмотрим, пойдем на модельки кораблей. Вот модельки кораблей нормальные. Кушать не просят, все дела. Космический хомяк у нас тут. У космического хомяка тоже все хорошо. Смотри-ка. Так, пойдем к Тейну. Хотел бы он с нами поговорить. Тейн, привет. Shepard, Что у I нас shall тут? return to У нас, my походу, meditations. этот завис F5. Надо перезагрузить. У нас, походу, завис загрузка. Звук. Если ты слышишь, он идет как с карты галактической. Такого быть не должно. Странные баги я в последнее время ловлю. Раньше такого не было. Так, вот теперь хорошо. Shepard. I heard you wanted to speak with me. Yes. Now that you are here, though, it seems more difficult to talk about. Are you feeling sick? I could get the doctor. No. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. I had a family once. I still have a son. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. Did something happen to them? I abandoned them. Oh, not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night, no final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell people. I was always away on business. How long's it been since you talked? 10 years.
He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? It's... I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music. Oh, unfashionable. Kolyat jumps into the room. My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads. Tugs my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. That's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Kolyat. I hoped he would find his own way. If he hated me, so be it. He would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self. The soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. This is not a path he should walk. Thane, I don't have your contacts, and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help. I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea vines, weighted it with stones. He tries to pull from me, calls for her. The Hanar lift her off the platform. They sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you... It rains. It always rains on Kaje. Warm water pours down his face. I didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. What made him go to the Citadel? Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it, and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name, and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Оказывается, у нашего убийцы была семья. Что, на этом мы пока остановимся. Продолжим уже в следующий раз. До новых встреч.